Лука никогда раньше не видел, чтобы животное вел себя так, но тут появился огромный медведь и стал приходить к его дому. Он поприветствовал его и ушел, как будто животное хотело, чтобы за ним последовали. Лука никогда не обращал на это внимания, но однажды решил удовлетворить свое любопытство и был потрясен тем, что обнаружил. Это было новое начало для Луки и его семьи, которые переехали в новый дом недалеко от леса. Лука любил природу и хотел, чтобы его дети были как можно ближе к ней, поэтому он был очень доволен своим новым домом. Но вскоре после переезда природа стала слишком приближаться к Луке и его семье. Жена Луки, Андреа, не была в восторге от перемен, но после долгих обсуждений ему удалось ее убедить. Первые 2 дня в новом доме прошли замечательно, семья гуляла подолгу, а дети весело бегали. Все шло так хорошо, что Лука был уверен, что принял правильное решение. Но однажды его разбудили дети и потащили вниз, чтобы он мог увидеть то, что увидели они. Это был медведь. Было не секретом, что в той части леса водились медведи. Луке сказали, что иногда они подходили к домам, потому что чуяли еду или хотели порыться в мусоре. Стоит отметить, кстати, что дом Луки был в основном сделан из стекла, но архитекторы хорошо знали эту местность, поэтому стекло было полностью армировано. Медведь точно не мог проникнуть внутрь. Лука объяснил это своим детям, на самом деле это была отличная возможность увидеть медведя вблизи, но без какого-либо риска. Когда они подошли поближе, чтобы рассмотреть медведя, животное, казалось, приветствовало их. Было похоже, что медведь манил их подойти ближе, и они так и сделали. Но когда они сделали пару шагов вперед, медведь внезапно подпрыгнул и направился в лес. Когда медведь немного углубился в лес, он повернулся, чтобы посмотреть на них. Казалось, он хотел, чтобы они последовали за ним. Лука был удивлен странным поведением животного, но отмахнулся от этого. В следующий раз они заметили медведя, когда Андреа спустилась утром на кухню за стаканом теплого молока. Она была встревожена, увидев медведя. Лука и дети рассказали ей, что видели одного, но она подумала, что они шутят. Теперь она знала, что это правда, и была так зла на Луку. Как они могут оставаться в том доме, зная, что медведь приходит к ним? После 3-го визита медведя Лука понял, что есть определенная закономерность. Поэтому он решил подождать у стеклянной двери следующим утром. Медведь снова появился и сделал то же самое, что и раньше. Было ясно, что медведь хотел, чтобы за ним последовали. Но почему? Что-то внутри Луки кричало ему, чтобы он последовал за животным, поэтому он решил прислушаться к своей интуиции. Когда Лука приблизился к двери, медведь побежал в лес, а затем остановился, ожидая, пока он последует за ним. Как вы можете себе представить, Лука был очень нервным, когда вышел из дома, поэтому он держал некоторую дистанцию между собой и медведем. Это было легко, потому что каждый раз, когда Лука следовал за медведем, тот шел впереди. Может быть, ему нужна была помощь в чем-то. Но так же, что если медведь просто заводил его глубоко в лес, чтобы напасть. Через 15 минут он все еще следовал за медведем, и чем дольше он это делал, тем больше его любопытство разгоралось. Что происходит? Он действительно хотел узнать. Тропа, по которой шел медведь, казалось, вела через лес, но и мне нужно было расчищать путь, чтобы продвигаться по ней. Казалось, кто-то или что-то уже прошел по ней, расчищая дорогу. К удивлению Луки, чем дальше они шли, тем больше он видел признаков того, что здесь уже были люди. Эта область не была такой нетронутой, как та, откуда они только что пришли. Вдруг Лука понял, куда они направлялись. Вдали он мог видеть деревянную хижину за деревьями. Вдруг Лука понял, куда они направлялись.
Вдали он мог видеть деревянную хижину за деревьями. Это был технически его сосед, но поскольку дома в той местности были уединенными, они еще не встречались. Все жили довольно далеко друг от друга, поэтому знакомство с соседями было немного сложнее. Он знал, что в той хижине живет мужчина, но больше почти ничего. Причем тут этот человек? Лука не мог понять, что происходит. Но он был немного рад, что медведь привел его туда. Может быть, сосед сможет помочь ему уйти от медведя или напугать животное, чтобы он смог вернуться домой. Но когда Лука подошел ближе к хижине, он услышал, как его сосед кричит изнутри, а медведь стучит в гаражную дверь. Внезапно дверь гаража открылась, и тогда Лука увидел другого медведя, лежащего на полу гаража. Так вот, что так встревожило медведя. Животное в гараже тяжело дышало, и было очевидно, что оно в плохом состоянии. Это был меньший медведь, что навело Луку на мысль, что медведь, который привел его сюда, был матерью, а животное в гараже — ее детенышем. Пока животные воссоединялись, Лука поспешил к соседу, чтобы узнать, что произошло. Около часа назад мужчина нашел больного медвежонка в лесу. Он предположил, что его мать оставила его, поэтому забрал медвежонка домой. Он планировал отвезти его к ветеринару, потому что казалось, что медвежонок не сможет выжить в дикой природе в одиночку. Тогда Лука понял, что именно искала медведица ранее, а она оставила своего детеныша там, пока искала Луку. Вот почему она была так отчаянна, чтобы он последовал за ней, и почему не отпускала его обратно. В конце концов, Луке и соседу удалось привести ветеринара, чтобы помочь этим животным. Мама медведицы была перевезена во временное убежище, пока медвежонок лечился. Как только медвежонок вернулся в хорошее здоровье, их обоих выпустили. Лука и его семья все еще видят этих двух медведей время от времени. В последний раз, когда они их видели, медведи выглядели здоровыми и благополучными. Мама-медведица больше не приходит к дому Луки, чтобы поприветствовать его, что замечательно для всех. Он был рад, что смог помочь ей, но также был рад, что все закончилось. Что вы думаете об этой истории сегодня? Всегда удивительно, когда животные, особенно дикие, ищут помощи у людей. Не забудьте поставить лайк этому видео, поделиться им и обязательно подпишитесь на канал. Увидимся в следующий раз.